Даже один финик, поединенный натощак, может начинать необратимые процессы в организме. Что происходит с финиками? Какое воздействие оказывают финики при употреблении натощак? Кому категорически не рекомендуется употреблять с виду эффективные финики? Какие методы использования фиников способствуют выздоровлению? Ответы вы узнаете в текущем выпуске. Финики – это плоды финиковой пальмы, растущие в тропиках. Они имеют косточку внутри. Родиной этого растения считается Ближний Восток. В рационе арабов финики были одним из первостепенных продуктов. Считалось, что они содержат все необходимые человеку вещества, и питаясь только ими, пьяной водой, можно прожить несколько лет. Финики полезно употреблять на голодный желудок. В них содержится около 281 килокалорий на 100 грамм продукта и много сахара, необходимого организму с утра для активации мозговой деятельности. Это нужно не только для духовной активности, но и для координации движений и передачи команд телу, а также производства гормонов и энергии для физической активности. Финики, как и кисломолочные продукты, содержат в своем составе вещества, нормализирующие микрофлору кишечника. В них есть перевариваемая и нерастворимая клетчатка. Последняя деликатно действует как слабительные, быстро и эффективно выводя из организма токсины и шлаки. Финики очень питательные и быстро утоляют голод, насыщая организм полезными соединениями. Их предлагается есть в длительной дороге или в течение тяжелого дня для восполнения сил и улучшения мозговой активности. Перед тем, как перейдем к применению фиников в выздоровлении, хочу упомянуть, что наш канал смотрит целых 80% зрителей без подписки. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписавшись и нажав на колокольчик, чтобы получать уведомления. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. В случаях камней в почках рекомендуется использовать измельченные косточки фиников. Для приготовления отвара из косточек фиников нужно следовать определенной последовательности. Сначала измельчите косточки 6 фиников до получения порошка. Затем залейте порошок пол-литром очищенной воды и поместите емкость на медленный огонь. Через 10 минут кипячения снимите состав с огня, остудите и процедите через марлю. Готовые средства следует пользоваться на пустой желудок за полчаса до еды по 3 раза в день, пока не закончится приготовленная дозировка. Используйте только свежий отвар. Обычно пару недель ежедневного приема достаточно для того, чтобы камни начали выходить. Финики также полезны при изжоге, благодаря содержащейся в них глютаминовой кислоты, которая эффективно выводит желудочную кислоту, становящуюся причиной изжоги. Для уменьшения холестерина советуется употреблять до 100 граммов фиников в сутки. В результате происходит очищение сосудов, при этом устраняются условия для возникновения артериосклеротических бляшек. От запора рекомендуется промыть под проточной водой 10 фиников, затем очистить их косточек и измельчить до состояния пасты. Полученную массу смешайте с 1 столовой ложкой натурального мягкого сливочного масла и таким же объемом перемолотого до состояния порошка черного перца. После тщательного перемешивания смеси полученные средства нужно принимать после утреннего пробуждения на голодный желудок. Это позволяет активизировать пищеварительный процесс. При простуде, сухом кашле, хрипе и горле подготовьте 10 плодов фиников. Тщательно промойте их под проточной водой, затем просушите и поместите в отдельную емкость. Залейте их пол-литром дистиллированной воды и поставьте на медленный огонь. После кипения оставьте на огне в течение часа. Затем снимите с огня и процедите. Готовый отвар принимайте в горячем виде. При анемии можно принимать по 1 финику, замоченному в стакане свежего коровьего молока. Для этого поместите несколько фиников в стакан свежего молока
и дайте настояться. Это средство эффективно помогает при анемии, синдроме хронических усталостей и утренних недомоганиях. В период беременности и при расстройстве желудка финики также могут быть полезны. Для приготовления лечебного средства подготовьте 5 фиников, промойте их под проточной водой и просушите. Затем залейте плоды 1 стаканом дистиллированной воды и поместите емкость с сырьем на медленный огонь. Доведите до кипения и проварите 20 минут. После снятия с огня отсудите отвар, удалите косточки из плодов и перетрите мякоть. Добавьте небольшое количество сахара, затем смешайте полученную смесь с 1 стаканом вареного белого риса. Готовую смесь употребляйте в качестве десерта 1 раз в день. Это поможет справиться с расстройством желудочно-кишечного тракта и нормализировать пищеварительные процессы. При интоксикации замочите финики в воде на сутки, затем выпейте образовавший настой. Принцип действия такой настойки основан на восстановлении в организме человека утраченных по причине употребления алкоголя полезных элементов, в частности восстановление баланса в организме. Для очищения поджелудочной железы и восстановления водно-солевого баланса требуется употреблять до 5 плодов фиников натощак в течение 2 недель. Перед употреблением финики нужно промыть и уложить на посуду из фарфора. Поджелудочная хорошо очищается за это время, обеспечивая качественную профилактику за ее загрязнение. Для приготовления общеукрепляющего средства необходимо в равных пропорциях измельчать финики, корень имбиря, корицу, черный мирабалан и добавить не больше количества верблюжьего сена. Затем добавьте к полученной смеси натурального меда и хорошо перемешайте. Поместите смесь на медленный огонь, залейте кокосовым молоком и проварите в течение 10-12 минут. Готовое средство употребляется как обычное варенье. Важно помнить о противопоказаниях. Финики не рекомендуется употреблять диабетикам из-за высокого гликемического индекса, который может вызвать резкое увеличение уровня сахара в крови. Также не следует употреблять финики при непереносимости фруктозы и серьезных аллергических заболеваниях. Если нет противопоказаний, то финики можно употреблять каждый день, но оптимальное количество зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Лучше покупать финики в упаковке, чтобы проверить срок годности и качество товара. На этом завершается наш ролик. На канале вы можете найти множество интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, и буду признательна за лайк и рассказ о ролике вашим родным и близким. С вами был канал Человеческий организм. До новых встреч!